Ваше Святейшество, я приветствую вас на русской земле. И я так поняла, что ваш визит связан с тем, что вы один из главных учителей, который распространяет учение йоги по всему миру. И завтра как раз Всемирный день йоги, 21 июня. И в связи с этим первый вопрос к вам. Что такое для людей йога? Это то, что спасет весь мир, или это просто одна из духовных практик, связанных немножко с физическим развитием? Йога — это оздоровительная программа, которая обогащает ваше тело, ум и дух, а также привносит гармонию во всю систему, не только внутри вас, но и во все ваше окружение. Если вы понаблюдаете за любым ребенком в мире с возраста от 3 месяцев до 3 лет, ребенок выполняет все практики йоги. Если вы понаблюдаете за ребенком, за тем, как он дышит, его дыхание сильно отличается от взрослого. Так что мы все родились йогами, но в какой-то момент мы отсоединились от этого и забыли. То есть, если все человечество займется йогой, то больше войн не будет. Да, не будет стресса, напряжения и печали. Сама цель йоги заключается в том, риши и мудрецы, которые выработали принципы йоги, говорили, йога предотвращает возникновение печали в человеческом обществе. То есть, если даже человек расстроится от того, что он потерял все деньги, или от жены ушел любимый муж к другой семье, то если она займется специальным дыханием по вашей методике и займется йогой и трансцендентной медитацией, то стресс уйдет. Определенно, определенно. Вы знаете, нет смысла размышлять с тоской о прошлом. Нужно двигаться дальше. И для этого требуется много энергии, внутренней силы. Йога вам все это предоставляет. То есть йога — это все-таки физически духовные практики или это философия? Это все. Это и физическая практика, и упражнения, которые помогут кровообращению в теле, которые помогут суставам, помогут всей нашей нервной системе, мышечной системе, эндокринной системе. Это один аспект. Второй аспект. Она помогает исцелить себя эмоционально. Она дает внутреннюю силу, она дает ясность в выражении себя. Также улучшает восприятие. То, как вы смотрите на вещи, становится гораздо лучше. Изнутри вы замечаете, возникает чувство счастья, спокойствия и счастья. А это люди и ищут. Так что во всем смысле йога предоставляет вам тот комфорт, который требуется в жизни, и поднимает ваш дух, помогает вам посмотреть на жизнь с более широкой перспективы. Наша жизнь — это не просто есть, спать, смотреть фильмы, это что-то гораздо большее. Мы смотрим на нашу жизнь как на сознание. Так что йога дает нам доступ к более широкому измерению в жизни. Да, вот вы как раз упомянули о том, что каждый человек хочет быть счастлив. Да? Да. У меня была встреча с Далай-ламой. Я видела вашу фотографию, вы тоже вместе разговаривали, были счастливы на этой фотографии. И Далай-лама дал определение счастья. Он сказал, счастье — это когда то, что у тебя есть в голове, сбалансировано с тем, что у тебя есть в душе.
Если ты можешь сбалансировать эти две вещи, чтобы они друг другу не мешали, не убивая не то, что у тебя есть в голове, и не убивая то, что у тебя есть в сердце, тогда ты будешь счастлив каждый день. Ты будешь счастлив каждую минуту, ты будешь счастлив всю жизнь. А что вы думаете по этому поводу? Какое вы дадите определение счастья? Смотрите, счастье — это что-то, что нельзя определить. Можно убрать преграды к счастью. Для счастья не нужны причины или повод. Но у несчастья есть причины и поводы. Так вот, практика дыхания и медитации — все это помогает вам убрать причины несчастья. И тогда то, что вы находите в своем истинном «я», — это счастье. Тогда и будет счастье. Мне нравится эта идея. То есть надо убрать все причины из головы несчастья, и после этого наступает счастье, которое на самом деле определить нельзя. То есть на самом деле ваше учение говорит о следующем. Счастье – это отсутствие причин для несчастья. И все эти причины абсолютно субъективны. Смотрите, что вам просто нужно делать. Прошлое прошло. Весь наш гнев, все наше несчастье связаны с прошлым. А из-за того, что у нас есть прошлый опыт, мы проектируем свое будущее. В будущем мы ожидаем сложности, потому что у нас возникает страх, тревога, беспокойство. Мы злимся на то, что было в прошлом, и беспокоимся о том, что будет в будущем. Ум колеблется туда-сюда постоянно. Из-за этого мы становимся несчастными в настоящем. Так вот, когда мы можем отпустить прошлое, расширить свое видение, свой кругозор и углубить свое понимание жизни, тогда мы уверенно смотрим в будущее. Мы обнаруживаем себя счастливыми. Счастье является вашей природой. Оно не уходит. Оно лишь перекрывается чем-то другим. Стрессом. Стресс — это когда нам очень много нужно сделать, и очень мало времени, и нет энергии. Вот тогда у нас возникает стресс. Теперь, когда мы повышаем уровень энергии в себе и расширяем свое видение жизни, тогда мы замечаем, что стресса больше нет. Вы становитесь все более и более счастливыми. Прекрасно. Но вот вы сказали, что действительно нельзя определить счастье. Счастье – это состояние. А многие мои слушатели очень сильно требуют от меня, чтобы я определила, что такое любовь. Я это определить не смогла, поэтому спрашиваю вас. Опять же, любовь — это ваша природа. Мы все рождаемся из любви. И нас поддерживает любовь. Любовь — это не просто эмоции. Это природа нашего сознания, сути нашего существования, нашей души. Но если любовь – это природа нашего сознания, тогда я попробую процитировать одного героя из очень популярного сериала. Может быть, вы тоже любите кино, и, может быть, вы иногда его смотрите, хотя вы мудрейшие и просветленные, но вдруг просветленные тоже смотрят кино. Есть такой сериал, называется «Клан Сопрано». Главный его герой – бандит и мафиози. Но одновременно он человек, и у него постоянный стресс. И он не занимается йогой, он по-американски ходит к психоаналитику. Психоаналитик – женщина.
И вот есть такой эпизод, когда он жалуется этой женщине, врачу, психоаналитику, на свой гнев, на свои стрессы и так далее. И в том числе кризис связан с тем, что его близкий друг умирает от рака. А этот друг был очень сильным, физически развитым. И вот вдруг раз, и ничего сделать нельзя. Он умирает. И психоаналитик сочувствует ему и говорит: мы не знаем, что такое Бог. Мы не понимаем, что такое Бог. Но и каждый раз мы задаем вопрос. Если Бог есть, то и счастье заложено, и любовь в человеке, то тогда зачем Бог подарил человеку сознание о том, что он смертен? Потому что человек, в отличие от всех животных, которые существуют на Земле, это единственное существо, которое осознает, что он умрет, его душа покинет тело. Вот скажите, пожалуйста, а действительно, зачем Бог дал человеку это сознание? Хорошо, смотрите, давайте на некоторое время оставим Бога в стороне. В России в любом случае вы не очень верите в Бога. Не, почему? Мы все верим, у нас есть. Просто, может, он другой, но тут все очень верующие. По крайней мере, в прошлом. Хорошо, что бы я сказал? Давайте вернемся к теме Бога чуть позже. Сейчас посмотрим. Вы говорите про фильмы. Давайте поговорим про фильмы. Предположим, все в фильме идет гладко. Нет злодеев, нет трудностей, нет катастроф, нет трагедий. Просто мужчина влюбляется в женщину, и они живут счастливо. Разве этот фильм будет интересно смотреть? А что делает фильм более интересным? Трудности, всевозможные эмоции, печаль, счастье, гнев, сожаление. Вы знаете, катастрофа. Вот что делает фильм более интересным. Правильно? В фильме злодей настолько же важен, как и герой. И разные сцены, не только любовные сцены, но и сцены с опасностью, с трудностями, все это делает фильм хорошим, настоящим фильмом. Точно так же, предположим, вся эта вселенная кем-то управляется. В жизни, в настоящей жизни, у нас есть разные эмоции, разные потрясения. Это жизнь. Движение — это жизнь. Мы не можем оправдывать любое действие или искать причину для другого действия. Все, что мы можем увидеть, это то, что есть законы природы, и мы уважаем законы природы. И своего рода это странно, что законы природы работают по-разному. Знаете, есть землетрясения, иногда бывает голод, бывает наводнение, всевозможные природные бедствия. Есть катастрофы, возникающие в результате человеческой деятельности, а есть природные катастрофы. Также есть люди, которые нарушают законы природы, тогда они заболевают. Так вот, если вы начнете искать причины, вы заметите, что в какой-то степени есть возможность того, что вы можете что-то сделать с этим. Но помимо этого, нужно просто удивляться, почему Бог дал нам два глаза, и мы видим лишь одно. Ответа на это нет. Нам нужно жить, удивляясь. Вопрос — это то, на что мы стараемся получить ответ.
Но удивление — это опять же вопрос, но такой, на который мы ответ не ищем. Любовь — это удивление. Вам нужно проживать любовь, чувствовать ее в своей жизни. Если ваши глаза открыты, то вы можете заметить любовь повсюду в этом мироздании. Вы можете заметить любовь в деревьях, птицах, животных, во всей природе, в людях. Даже если кто-то покажется плохим человеком, в своем сердце у него есть любовь. В душе он хороший человек. Я часто говорю, внутри каждого преступника есть жертва, которая молит о помощи. Если исцелить жертву, исчезнет и преступник. Мы по всему миру работаем в тюрьмах. Мы затронули жизни примерно 8 тысяч заключенных. Я вижу каждого из них, и у каждого жизнь — это история, это роман. И когда люди называют их преступниками, внутри них находится хороший человек. Нужно вывести его наружу. Что касается психологии, я бы сказал, что духовность — это самая большая психология, самая высшая форма психологии. В то время как психология старается понять этот феномен, в йоге древние мудрецы Индии уже 5000 лет имеют четкое понимание сознания. Они знают, как работает ум, и они разработали все это, сформулировали. Они также заметили связь между эмоциями, дыханием и умом. Например, если вы посмотрите на Будду, я бы сказал, он был одним из самых великих психологов. Он рассказал о том, как ощущения в нашем теле и модель нашего дыхания и наш ум, как они все взаимосвязаны. Махариши Патанджали, который является основателем йоги, рассказал о том, как то, что вы видите, субъект и объект, как они соотносятся, как на субъект оказывает влияние объект, и как объект оказывает влияние на субъект. Это потрясающая наука. Он говорит, когда ваш ум, который получает опыт этого мира через 5 органов чувств, когда он глубоко погружается внутрь себя, например, когда вы спите, что вы делаете каждую ночь? Вы отделяете себя от своих органов чувств и спите. Вы спите 6-8 часов. Это дает вам энергию. Вы чувствуете себя энергично после этого. Точно так же, когда вы осознанно можете отделить свой ум от всего этого, от 5 органов чувств, от внешнего воздействия, тогда ум приходит в центр, становится настолько центрированным, сфокусированным, что он получает доступ к другим измерениям в нашей жизни. Смотрите, обычно мы живем в 3 измерениях: в состоянии бодрствования, сновидения и глубокого сна. Вот если вы медитируете, вы испытываете другие измерения, помимо сна, где вы можете погрузиться в интуитивные способности, которыми обладает ваше сознание. А что такое интуитивная способность? Смотрите, люди хотят исследовать. Будучи людьми, у нас есть разные способности. Используя эти 10 пальцев, мы можем играть на ситаре и создавать музыку. Точно так же мы думаем, мы можем создавать науку. Наука создается головой. Искусство создается сердцем. Спорт создается нашим телом. А основой всего этого является наш дух, наше сознание. Вот так наше сознание обладает многими подобными способностями.
То есть наше сознание обладает способностью иметь информацию о будущем? Да, в какой-то степени. И не только это. У нашего сознания есть способность, знаете, я не могу назвать одну или две способности. Есть множество способностей. Даже наука является частью этих интуитивных способностей. Архимед старался и старался, но у него ничего не получалось. Но как только он расслабился, ум его успокоился, к нему пришла идея. Точно так же и у Ньютона. Он думал, думал и думал, но когда он расслабился, вот когда ум расслабляется и находится в глубоком состоянии покоя, тогда он становится домом творчества. Тогда он получает доступ ко многим разным видам искусства, науки, гуманитарным наукам или навыкам общения с людьми, пониманию позиции других людей. На все это оказывает влияние спокойное, умиротворенное состояние сознания. Ну, в современном городе, конечно, сложно находить умиротворенное сознание. И есть такое мнение, цитирую, кто-то из великих сказал. Да, поэтому очень важно, чтобы в современных городах люди расслаблялись. 20-30 минут медитации дают вам так много энергии. Поэтому даже если вы не спали ночью, и ваше тело устало, несколько минут медитации просто возвращают вас в нормальное состояние и дают вам много энергии. Так вот, в городах, когда у вас очень много обязанностей, медитация еще более важна. Если вам нечем заниматься, тогда вам и не нужно медитировать. Ну да. А в чем суть трансцендентной медитации? Да, это одна из медитаций, трансцендентальная медитация. Это один из видов медитации. То, чему мы обучаем, связано с дыханием. Медитация, которой мы обучаем в искусстве жизни, называется сахадж-самади. Это очень простая, но очень глубокая техника. Очень глубокая техника. И дыхание является связующим звеном, как я уже говорил, между телом, умом и эмоциями. Поэтому понимание своего же дыхания и выполнение определенным образом дыхательных техник и упражнений дает нам гораздо больше энтузиазма, энергии и счастья. Это невероятно. Вот так дохательные техники, простые дыхательные техники сегодня практикуют уже миллионы людей по всему миру. Неважно, в корпоративном ли секторе это или школах, колледжах. Это также используется в тюрьмах. Многие доктора используют это для своих пациентов по всему миру. Давайте пофилософствуем. Есть такое выражение, мне кажется, очень точное, что человеческую жизнь портит 3 вещи. Первое – это деньги. Второе – это числа. И третье – это время. Ничего из этого. Человеческая жизнь уничтожается человеческим умом, застрессованным умом. То есть человек может спокойно зарабатывать деньги, любить числа и понимать, что он умрет, и считать время, и при этом он будет счастлив. Главное, чтобы не было стресса. Именно стресс вызывает жадность. Стресс вызывает гнев и напряжение. Стресс вызывает тревогу, страх. Именно стресс делает человека слепым.
Поэтому если вы избавляетесь от стресса и расширяете свое видение жизни, предположим, человек просто смотрит на жизнь с более широкой перспективы. Предположим, вы живете 80 лет. Как вы проводите свою жизнь? Из 80 лет 40 лет вы спите. Мы тратим 8-9 лет на то, чтобы просто есть. 2 часа в день мы тратим на то, чтобы есть. По крайней мере, 8 лет из своей жизни мы тратим на еду. Примерно 8 лет мы проводим в туалете и ванной. 10-15 лет в пробках. И работаем. Поэтому, если вы посмотрите на жизнь, реальное время, которое вы тратите на состояние счастья, 4-5 лет. То есть в течение 80 лет своей жизни мы готовимся к тому, чтобы быть счастливыми где-то в будущем. И в конце мы не достигаем этого. Вот это нам нужно делать, расширять наше видение и посмотреть, чего я хочу в своей жизни. Я хочу быть счастливым. Это первое. Я хочу, чтобы меня любили и чтобы я любил. Я хочу быть счастливым и распространять счастье. А как это можно сделать? И это основано на 5 принципах. Вот что я называю искусством жизни. Один из этих принципов — это жить в настоящем моменте Так. и принимать ситуации и людей такими, какие они есть. И двигаться дальше. Не сидеть и не жаловаться на прошлое. Это одно. И знайте, что вы с собой ничего не заберете. Вам нужно делиться и заботиться. Значит, жить в моменте, делиться. Третий. И заботиться. Делиться и заботиться. И третий. Сострадание. Это очень важно. Не думать, что другие совершили ошибку намеренно. Не усматривать намерений в ошибках других людей. Всегда смотрите на контекст жизни, на жизнь в контексте этого мироздания, этой Вселенной. В этой Вселенной 7 миллиардов человек. В этом мире 7 миллиардов человек. В этой Вселенной столько много планет, столько много солнечных систем. Эта Вселенная такая большая. И когда вы смотрите на свою жизнь таким образом, а ваша жизнь, она такая маленькая. Москва будет существовать еще миллионы лет. Она уже очень много столетий существует. Наша жизнь очень короткая. Когда вы смотрите на свою жизнь с более широкой перспективой, меняйте контекст своей жизни. Тогда мелочи не будут вас беспокоить. Вы становитесь щедрыми, вы становитесь более счастливыми, более сострадательными. Вы становитесь более мудрыми. Мудрым можно быть в любом тогда, получается, возрасте? Конечно. Мудрость не требует возраста. Если у вас есть мудрость, вы можете быть мудрыми в любом возрасте. Мудрость не требует опыта жизни. Есть 2 типа опыта. Первый — это тот опыт, который вы получаете своим собственным телом. Второй — это тот опыт, который вы получаете, наблюдая за другими. В жизни определенные вещи вам нужно прожить самому. Например, кто-то говорит, что это блюдо очень вкусное, очень сладкое. И вы не можете сказать: «Хорошо, раз вы так говорите, я вам верю». Вам нужно попробовать, чтобы понять, вкусно ли это. Но если кто-то скажет, что это яд, вы не можете сказать: «Нет, мне нужно Да, я убедиться сейчас на своем попробую. опыте». Да, где-то нужен опыт, а где-то не нужен опыт, да?
Определенные вещи вам нужно попробовать, да, но определенные вещи вам нужно просто принять такими, какими они предоставляются историей, опытом других людей. Не нужно переживать травму самому. Но когда вы видите, что люди испытывают травму, когда вы чувствительны, тогда вы уже испытали это сами, вы поняли это. Так вот, определенные вещи вам просто нужно принимать, исходя из опыта нашей цивилизации, нашей планеты, человеческой жизни на этой планете. Это делает нас богаче. Это делает наш ум более мудрым. Мгм. Так и произошло в жизни Будды. Когда Будда выходил из дома, вы знаете эту историю, он увидел пожилого человека. Он был молодым принцем. Он посмотрел на старика и спросил, что случилось. Его возничий сказал, все станут старыми и однажды умрут. На это Будда сказал, я уже постарел, я уже получил этот опыт. Так вот, вы также получаете опыт с помощью других людей. Вам нужно почитать это. Это первое. Второе. Свой собственный опыт. Вы не можете сказать, так как это написано в книгах, я это принимаю. Нет. Медитация является одним из этого. Каждому человеку нужно познать медитацию на собственном опыте. И определенные другие вещи, например, весь негатив, травмы, слезы, не нужно это самому проживать. Можно научиться этому благодаря прошлому опыту, благодаря тому, что происходит в обществе или произошло в обществе. И, как я уже сказал, наука за ночь не развивается. Если каждый ученый скажет, что я хочу провести каждый эксперимент, это невозможно. Мы получаем пользу благодаря опыту других людей. И наша человеческая история наполнена подобными мудрыми анекдотами о жизненных опытах других людей. Так вот, когда мы меняем контекст нашей жизни, тогда мы видим, что мудрость естественна в нашей жизни. А в связи с изменением контекста в нашей жизни, вы в одном из интервью сказали, что людям нужно отказаться от линейного мышления и перейти к сферическому. Могли бы объяснить, что это такое? Да, это очень хорошо. Смотрите, линейное мышление — это когда мы думаем, что все начинается в одном месте и заканчивается в другом. Сферическое мышление — это когда каждая точка является и началом, и концом. Например, теннисный мячик. Если вы спросите меня, где начинается теннисный мяч, я бы сказал, везде и нигде. Не поняли. Не поняли. Смотрите мяч. Где находится начальная точка мяча? Он круглый. Да, поэтому ее нет. Когда что-то круглое, дайте мне что-нибудь круглое. Посмотрите, круглый мяч. Если вы спросите, где он начинается, что вы скажете? Нигде. Нигде. Или везде. Но в линии можно сказать, где она начинается. Вот здесь начинается, вот здесь заканчивается. Это линейное мышление. Сферическое мышление — это когда мы видим, что каждая точка является и началом, и концом. Если я начну отсюда, это начало, а потом я возвращаюсь к этой же точке. Начало и конец, да? Ну вот какой пример, кроме шара, в жизненной ситуации? Объясните на примере жизненной ситуации.
Я уверена, что большинство сейчас восхитились вашей мыслью, но не совсем поняли, как шар использовать в мышлении в реальной жизни. Сферическое мышление. Это философское понимание. Это способ того, как думать по-другому. Например, если вы подумаете, где появилась первая сосна на планете, ответа на это нет. Совсем не обязательно, что сосна была посажена только в одном месте, правильно? Сосны есть в России, в Канаде, в Аргентине, в Новой Зеландии, во всем мире. Если вы подумаете, где же появилась самая первая сосна, откуда она? Ну, наши бы точно вычислили и сказали бы, что все равно первая сосна в России появилась. Хорошо, это правильно. Везде люди могут говорить, что она из их страны. Но о чем я здесь говорю? Смотрите, сферическое мышление — это что? Вы смотрите на причину как на что-то одно. А если вы пойдете дальше, то заметите, что эта же причина также является и следствием. Предположим, один человек совершил преступление, и вы начинаете искать причину преступления. Вы заметите, что человек, который совершил преступление, он это сделал из-за чего-то еще. Из-за того, что с ним в прошлом случилось что-то плохое. И потом вы ищете причину этого, и причины постоянно меняются. Так вот, то, что нам кажется причиной сейчас, на самом деле не является конечным. Каждая причина становится следствием, если мы расширяем свое видение. А у этого следствия опять же есть своя причина, а у этой причины есть своя причина. Так вот, у каждого следствия есть своя причина. Это бесконечный процесс. Мы не можем остановиться на чем-то и сказать, что все, вот это конец. Нет, всегда есть еще больше возможностей. Так вот, по мере того, как расширяется наше видение, мы начинаем смотреть на вещи с совершенно другой перспективы. Для этого надо быть, как вы пишете, быть человеку, надо быть свидетелем своей жизни. Что это означает? Быть наблюдателем значит просто не застревать в своих эмоциях, быть более объективным. То есть наблюдателем. Все правильно. Но есть разница. Свидетель не переживает, а наблюдатель изучает. Изучать или не изучать? Равнодушно быть свидетелем или изучать все, что вы видите и зачем вы наблюдаете? Наблюдатель — это тот, который объективен, спокоен, собран и является сильным. Объективен? А может человек быть объективным? Нужно быть. А если без if not has to be, how to do it absolutely naturally, from the nature of human being? У людей есть очень красивая мозаика эмоций. Мы должны проживать все эти эмоции. Жизнь была бы сухой без эмоций. Часто люди скрывают свои эмоции. Вы закрываетесь, потому что вы боитесь, что вас ранят.
либо у вас был опыт того, что вас ранили, вас кто-то сильно обидел, общаясь с другими людьми. Так вот, с одной стороны, вам нужно обогащать свои эмоции, проживать их, а с другой стороны, у вас должно быть острое наблюдение, выражение и восприятие. И вот эта острота наблюдения требует ясности ума. Поэтому простыми словами я говорю, ясность в уме, чистота в сердце и искренность в действии. Это является формулой мудрой и счастливой жизни. Опять же, это звучит очень красиво, но как это использовать в повседневной жизни? Является ли это практичным? Вот такой вопрос возникает. Я гарантирую вам, это возможно. Это практично. Это практично. Just believe me, да? Просто вам надо верить. We have to believe you. Нет. Вам нужно это практиковать. Вам нужно понять силу своего собственного дыхания. Смотрите, ни в школе, ни дома никто не учил нас, не рассказывал нам про наш ум, про наше дыхание. Нас просто учили, как водить машину, как есть. Мы даже недостаточно узнали о том, что является хорошей пищей и как правильно есть в школах и колледжах. Нужно что-то узнать про еду, что-то узнать про наше дыхание, и что-то про наш ум, и что-то про наш интеллект, как он работает, и как дыхание может помочь нам избавиться от впечатлений прошлого в уме, от страха и тревоги в нашем сердце. Вот здесь наш фонд искусства жизни играет свою роль. Мы основали этот фонд лишь для того, чтобы дать это знание о жизни. Основные вещи, как жить счастливым. И исследовать возможности человеческого сознания. Вот это две основные идеи, с помощью которых это все и происходит. Да, людей так много, и все хотят быть счастливыми, но мало кто понимает, в чем искусство жизни, да, действительно, как быть счастливым. Но если все люди будут счастливы, мудры, и будут сострадать, и будут дышать правильно, и заниматься специальной медитацией, скажите мне, кто будет зарабатывать деньги в условиях конкуренции? 500 лет назад, возможно, не каждый даже знал, как чистить зубы. Да. Не каждый знал, как писать на русском или читать на русском. 500, 1000, а может быть 2000 лет назад. Но человеческое общество прогрессирует. И сегодня практически каждый человек в России знает, как читать и писать. Ну, все знают, да. Угу. Каждый ребенок знает, как чистить зубы. Это гигиена полости рта. Точно так же нам нужно научиться и умственной гигиене. Как поддерживать ум в свежем состоянии, свободным от гнева и ненависти, зависти и жадности. Это возможно. Это лишь дело образования. Знаете, воспитание человеческих ценностей на планете должно быть в приоритете сегодня. Всемирная организация здравоохранения уже сказала, что в ближайший год самой большой трудностью будет депрессия. 40% европейских учителей страдают от депрессии. 38% Европы страдает депрессией. Мы не можем продолжать кормить людей прозаком. Мы им дали комфортные кровати, но у людей бессонница.
Да. Мы дали им очень хорошую еду, но у нас есть всевозможные заболевания. Мы даже не можем есть нормальную еду. У нас сахар, холестерин, проблемы с сердцем, всевозможные вещи. Это лишь дело образования населения. Как избавиться от злобы, гнева, отчаяния? Смотрите, чем больше у вас работы в обществе, тем больше у вас ответственности, тем больше вы чувствуете безысходность. Чем больше у вас ответственности, тем больше у вас тревоги, потому что вы отвечаете за множество вещей, и вам нужно исполнять свои обязанности. Следовательно, наступает тревога. Поэтому, когда у вас есть видение, интуиция, уверенность в том, что у вас все получится, это дает покой, внутреннюю силу. А для того, чтобы все это получить, нужно узнать про свое дыхание. Совершенно нормально тревожиться, нормально злиться и испытывать стресс. Но вы должны знать, как избавиться от этого. А этому нас Надо никто не учит. избавляться. Поняла. То есть можно все делать, зарабатывать деньги, жить в большом городе. Самое главное, действительно, вовремя уметь убирать, да, стресс, который мы получаем в обществе и вокруг себя. А как вы, кстати, относитесь к искусственному интеллекту? Сейчас же огромное количество, Искусственному да, интеллекту. огромное количество молодых людей получают стресс, не умея общаться с людьми, не понимая, что происходит вокруг, и общаясь только с компьютером. Технология — это подарок нашему обществу, большой подарок человечеству. Но если человеческий ум не на месте, то он может злоупотреблять технологиями, сделает их причиной своих же страданий. Мгм. Так что все зависит от людей, как мы пользуемся технологиями. Я бы сказал, что касается детей, держите их подальше от чрезмерного времяпрепровождения в виртуальном мире и в технологиях, потому что это оказывает влияние на их ДНК, на их нервную систему очень сильно. Мгм. Вы знаете, на симпатическую и парасимпатическую нервную систему оказывает влияние чрезмерное использование гаджетов. Было много случаев, когда дети 5-10 лет не могли ходить, потому что их нервная система очень сильно пострадала. Пока ребенок не станет подростком, родители должны следить за тем, как он пользуется гаджетами, айфонами, айпадами, ограничивать их использование, смотреть, чтобы дети не становились зависимыми от технологий. Зависимость любого вида не является хорошей. Последний вопрос и благодарность. Скажите, вы оптимист? Вы верите в светлое будущее цивилизации и в то, что все ваши программы и все ваши мечты сбудутся не для отдельной группы людей, а во всем мире? Да, я реалист. Сегодня мы живем в 21 веке. И моя цель — увидеть, как подобно мобильному телефону, который есть уже практически во всех домах всего мира, знание о нашем сознании, знание о том, как жить счастливым, тоже будет в каждом доме. Удачи вам, удачи, спасибо. Спасибо, спасибо. Thank you very much. That was absolutely excellent. Thank you.